Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такая ретро-здравая приставка, которая называется Retro Genesis Modern Wireless 16 бит. Ну вот такая у нас коробочка. А вот там вот она сама приставка, да, такая классическая форма. Вот. Внутренности, конечно, я не буду разбирать. Есть у нас тут переключатель, да, PAL или NTFS, или вот. Собственно, и сзади у нас только вот такие тоже есть переключатель тут регионов, по-моему, да. И, собственно, тюльпановые выходы и как его, ну и вход для питания. Вот такая здравая приставка, а вот такая, как говорится, здравая коробка была с красивыми картинками. Внутри у нее тоже есть 300 встроенных игр, и, кстати, хороших игр. Тут даже и не надо никаких других игр. Вот тоже задник этой коробки. Один раз мне как-то на стриме повезло. Донатов накидали, и я решил, думаю, ну, куплю себе наконец-то Сегу. Хотя всегда хотелось, знаете, такую настоящую Сегу, японскую. Ну, купил вот такую, мне кажется, вполне заменяет мои вот эти вот мечты о той Сеге. Была у меня и другая Сега, про нее, может, чуть позже расскажу в этом же видео. Вот, но она сомнительная совершенно, поэтому ладно. Ну что ж, давайте, наверное, уже ее включим, подключим, сейчас через некоторую паузу. Ну что ж, включили эту здравую махину смерти. Ну и как видим, такой вот джойстик у меня есть, да, он теперь беспроводной. Хотя есть у меня и проводные джойстики в целом, но, знаете, после того, как привыкнешь к беспроводному, уже к проводному что-то возвращаться не хочется. И, кстати, да, наверное, беспроводной джойстик, наверное, реже будет, ну, ломаться, наверное, да, вот по этим своим вечным проблемам, так скажем. И, собственно, посмотрим список игр. Их тут 300 штук, я их, наверное, вот так вот быстренько листну, ну, чтобы на них не заострять внимание, кто хочет, может, как говорится, зафиксировать. Вот потом я уже покажу какие-то свои любимые игры, которые в детстве я играл чаще всего. Вот, тут даже, видите, есть FIFA 97, есть International Superstar Soccer. Ну, с некоторыми оговорками, правда, этот Superstar Soccer я потом уже расскажу. Как-то не очень он хорошо идет на именно вот в встроенной игре. Ну, в общем, вот такие вот игры, весьма крутые хиты. Разве Zero Tolerance не хватает? Знаете, у меня была в детстве эта игра. И это была одна из моих первых картриджей. Вот, а так, ладно, с чего стартанем? Давайте, наверное, с Аладдина. С Аладдина начнем. Вообще, тут графика у Аладдина просто шикарная. Мне кажется, именно вот даже сейчас, да, если вот в таком формате. То есть вот, я не знаю, именно вот 16-битная вот эта вот графика, она прям вот была классная. Ну, по чуть-чуть, давайте каждую игру по чуть-чуть будем смотреть, как говорится, чтобы не затягивать ролик, а то он, как говорится, мы все теперь тиктокеры, шортсмейкеры. И сейчас тяжело смотреть долгие ролики, да, в общем-то. Хотя мои стримы порой по 6-часовые набирают большие просмотры, но относительно. Так, ладно. Вот такое дело. Блин, как графика прям офигеть. Собственно, да. Можно этого здравого настигнуть. Настигнуть здравыми. Вот этот, кстати, вот этот персонаж, он всегда такой был доставучий. Мне кажется, вот ладно, с этими-то проблем нету. Но вот этот мог настигнуть здраво. Опа, вот это тут подставное место. В общем, конечно, и музыка классная, и прям сама графика красивая. Ну, я думаю, все вы знаете, конечно, эту игру, да, и, как говорится, тут просто хочется поделиться впечатлениями. Надо бы мне эту игру как-нибудь пройти на эмуляторе. Потому что без эмулятора, наверное, мне лень проходить. Но так, чисто побегать прикольно.
Ну, как мы слышим, и вроде звук нормальный. Хотя кто-то говорит, что там надо что-то делать там, словно на... чтобы больше было FPS там. Да, но в принципе и к этому звуку можно привыкнуть. Поэтому, в принципе, нафиг оно надо, что-то там менять. Есть, конечно, любители все менять. Так, ну что ж, вот такой вот здравый Аладдин. Хочется в него играть и играть. Но мы давайте к следующей игре перейдем. Ну, а следующая просто невероятно здравая игра, мне кажется, для всех здравых пацанов. Это называется Бугермен. И смотрите, где она находится, 157-я, хотя должна, конечно, по алфавиту располагаться, но почему-то она 157-я здесь. Поэтому давайте ее настигнем, как говорится, стартанем. Вот. И посмотрим былое. Интерплей, да, создала своими козявками, как говорится. Ну-ка, давай-ка, давай, вылезай-то уже. Все, коды нам не нужны, мы не читеры. В лаборатории доктора Пукина была создана машина, способная отправлять заполонивший мир мусора в измерении X. Да, ну что ж, Пукин, да, интересно, что-то какая-то повесточка. Ладно, не будем заострять на этом внимание. Собственно, вот он, Пукин. Так, а как пернуть-то нормально такой? Опа-на, вот он Пукина здравого пустил. На-ка, еще одну. Лови ракету из космоса. Так, лаборатория Пукина. Так, собственно, можно тут и рыгать, и пердеть. Но я скажу честно, у меня в детстве такой игры не было. Не знаю, что-то мне такой картридж не доставался, но я всю жизнь о нем мечтал, если честно. И вот тоже бы эту игру пройти на стриме. Отдельно бы. Вот, но как-то все. Сейчас пока со зрением проблем появилась, поэтому как-то может потом. Хотя играя вот в эти ретро-игры, я скажу, на самом деле, мне кажется, наоборот, тренировка зрения всегда была. Вот эти смотришь, как эти мячики летают, и, как говорится, и зрение-то всегда было хорошее. Потом начал играть, блин, во всякие Assassin's Creed, и покатился. Так, тут прям в нос можно зайти, что ли? А, да, точно. Тут в нос. Так. Можно рыгать. Собственно, ну просто вот так вот можно делать грязь. Я, как говорится, делаю грязь, и мне пофигу. Можно в толчок смыться. Это просто прекрасная игра, я вам скажу. А тут свои какие-то система ниппель. Делаем грязь. 2 секунды, и я делаю грязь. Да? Так. Что мне нравится в таких играх, что не... Хотел сказать, что можно не умереть с первого раза, и сразу же умер. Но все. Как говорится, переходим к следующей игре. Кстати, следующую игру можно вот так вот. Здесь вот так вот перезапускать. Зажимаем кнопку старта и вот перезапускаем. Не надо кнопку саму нажимать. Так, ну что ж, какую бы нам игру настигнуть? Следующую, да? Ну давайте мою любимую, наверное, Rock'n'Roll Racing. Конечно. У меня, кстати, есть картридж для этой игры. Но он идентичный, к сожалению. Что тут на русском, что там на русском. А мне всегда нравилось на английском играть, на самом деле. Вот. В детстве, мне кажется, я английский вообще нормально разучил. Именно играя вот в эти игры именно на английском. Всегда были на английском картридже. Потом мододелы стали делать на русском. И всегда мне нравился вот этот панк-рокер. Похож на Джейка из группы The Casualties. Да, мне кажется, 1 в 1. Можете загуглить, кто это. Ну и, собственно, начнем эту здравую гонку. Блин, и топовые, конечно. Тоже игра, которую, наверное, надо пройти будет на стриме. Хотя она долгая.
Долго надо гонять. Все немножко одно и то же. Но, блин, какой же топовый тут саундтрек, да? Он Оззи сразу же. Оззи Осборн. Оззи Осборн здравый. Собственно. Так. Мы пока первые едем. Ну, тут, наверное, сложность не самая сложная. И первые гонки, они не сложные. Потом там дальше начинается все сложнее и сложнее. Вообще обожаю эту игру. Мне кажется, вот в эту игру я могу прямо и сейчас днями сидеть и играть. Без конца. То есть это прям топ игра. Из всех сеговских игр, как мне кажется. Пишите, какая у вас самая топовая игра вообще, которую вы можете до сих пор гонять. Поэтому будет интересно узнать. Вот такая здравая игра. Так, давайте до последнего добежим. Ролик, конечно, растягивается. Ну ладно, это будет чуть подольше ролика. Если что, тайм-коды для вас будут, как говорится, по каждой игре. Чуть побольше, наверное, ролик минут на 20 или 30. Конечно, каждую игру не будешь показывать. Ну, естественно, растянешь все это. Просто чуть-чуть. Finishing second. The ring third. Вот прям запомнишь и до конца жизни будешь помнить. Так, ну что ж, давайте какой-нибудь картридж сунем. Через паузу. Возьмем вот такой картридж. Это, наверное, вот этой игры у меня нет в списке в том. А есть она у меня на картридже. Как говорится, вот, все, процесс готов. Так. И не работает. Так. Что происходит? Секунду. Походу я не до конца воткнул. Ну ладно. Или регион не тот. Ну, собственно, вот он, этот терминатор. На стриме бы его надо бы тоже пройти. Хотя дурацкая игра на самом деле. Она прям из всех этих терминаторов, по-моему, самая худшая. Самый лучший, по-моему, терминатор был из старых игр на Денди, или тот, который я вам показывал, Sega CD. Но, естественно, Sega CD у нас никого не было. Почти, наверное, ни у кого. А вот, не знаю, и в детстве у меня и не было этого терминатора. Я всегда в него мечтал поиграть, но, оказывается, игра-то была паршивенькая. Средней паршивости. Сейчас, конечно, вышла какая-то, да, игра про терминатора. Тоже бы надо ее пройти. Но тоже она не идеальная, мне кажется. Всегда надо было... Терминатор надо было выпускать только, чтобы за Шварценеггера играть. Как мне кажется. Так, что за хрень? Походу дела, у меня, что ли, управление не работает. Странно. Или нет? А, да. Я тупанул. И вот тут начинается все это отвратительная музыка. Сразу же можно лупить персонажей. И они без конца формятся, а? Как мне это бесит в этих играх старых. Когда персонажа ты вроде убил, а они без конца появляются с разных сторон. Да. Ну, короче, конечно, Терминатор, он сомнительный. Он самый сомнительный. В него как даже, не знаю, не весело играть. Вот сравните с Бугерменом, да? Как в Бугермене уже азартно играть. Короче, ладно. По ходу дела пора, блин, настигнуться. Чего они в меня стреляют? Я в них не стреляю, блин, ё-моё. Все, давай, блин, устранен, блин. Пей сок из моих носок. Так. Мне нужны ваши очки и мотоцикл, что там? Одежда. И ваши трусы. Вонючие. А если у него трусы были вонючие, интересно, что бы делал Терминатор? Он же чуял, интересно, запах. Любопытно. А если у него носки вонючие были? Ну ладно, вы сказали. Ну, нашел бы в магазин и купил себе носок.
Так. И вот надо все время собирать было вот эту вот хрень. Да. Вот эту хрень всякую собирать надо было. Здравую. Как говорится. И вот в этом вся игра была. Не то чтобы, да, всех перебить на уровне. А вот надо вот хрень тут собирать было. Зачем это надо было? В общем, не знаю. Неинтересно это было. Интересно это было. Давайте нахрен эту игру. Вы и так все это увидели. Давайте еще картридж воткнем. И вон он, Road Rash как раз виднеется. Так, ну что ж, тут все запустилось. Road Rash. У меня его в списке игр нет, но там есть Road Rash 1, Road Rash 2. А я как-то один раз себе взял и купил Road Rash 3. И на моей старой Сеге долгое время этот Road Rash даже не запускался. А я все время в него хотел поиграть. А он не запускался. А вот на этой Сеге все запустилось. Да, там какая-то Сега сомнительная была. Третья часть, наверное, мне кажется, самая здравая. И я не знаю, сейчас, конечно, похожие игры сейчас особо-то и не делают, да, вот именно, чтобы ты мог ехать на мотоцикле и всех мочить. Ну, разве что вспоминается Trail Out недавний. Там и то только с DLC можно купить себе и ездить и тоже. В общем, всех мочилом заниматься. Вот, и, собственно, классная игра была, всегда залипали в нее. Хотя гонки мне не всегда нравились. Казалось каким-то скучно, но вот в этой игре всегда было весело. Можно было и вдвоем играть, и просто всех мочить. Хотя мне кажется, когда ты кого-то мочишь, да, в этой игре, наоборот, скорость себе снижаешь, и потом попадаешь в какую-нибудь подставу. Лучше следить за подставой, вот можно было... Да, ну ладно, нехорошими вещами. Опа-на, ладно. Интересно, доедем мы до конца. Да, и музыка всегда классная была. Вот умели раньше делать игры-то, в общем-то. Хотя и сейчас умеют, но не знаю. Я вот современные гонки почти не играю. Пробовал тут Forza, пробовал Need for Speed, как-то меня не затянуло. Хотя Forza неплохая игра, да, там есть режим вышибалы. Для стрима это прикольно всегда. Я один раз чуть ли не победил, но тоже не получилось. Хотя прошел сюжетку. Но эти стримы у меня в архиве не остались, только на другом сайте, потому что мы там кучу музыки заказывали, и там авторские права, в общем, не выложишь на ютубе. Да. А есть у меня на ютубе только Trail Out, как раз вот эти гонки. Вот, все, меня настигнули, короче, все, арестован. Вот вам специально контент. Ни хрена себе. И вот такие всегда сценки были прикольные. Ты любишь скорость, братулек? А у меня дома 7 детей, и мне нужно их кормить. Ну так-то, настигнули. Ну что ж, давайте еще одну игру покажем и заканчиваем этот выпуск. Так, ну что ж, самая моя любимая игра, которая была среди всех, как говорится, игр сеговских, была, конечно, Mortal Kombat 2. Ну и фильм сейчас недавно вышел. Ладно, про фильм я уже рассказывал. Ну, в принципе, он неплохой, но, как говорится, такое современное говнецо. Так, ну что ж. Да, этот прям Mortal Kombat прям сразу же заражал свои стихии. Да. И музыка классная. Хотя вот в аркадной версии, говорят, там музыка круче, там все такое, но как-то привык уже к тем звукам, и уже по-другому нельзя. Так, ладно, ну-ка сразу покажу читы. Хотя я говорил, что я не читер, да? Так, как у нас там? По-моему, так вот. Лево, вниз, лево, право, вниз, право, лево, лево, право, право. Вот и все. И сразу читы. Так, давайте на Very Hard попробуем. Кое-что про что расскажу. Конечно, тут всегда бесило, что надо было переключать на 6 кнопок. Ладно, пофигу пока. Тест модс. Так, ну ладно, мы не будем пока включать No Damage, да? Но тут можно было всякие прикольдесы включать. Правда, вот это я не всегда понимаю. А, это уже который
Арены, да, были. Фриплей, сок. А, тут еще можно было вот такой секрет вроде включить. Но я уже не вспомню, какой делать. Давайте стартанем. Знаете, из всех бойцов я теперь только умею за бараку драться. И то так сомнительно. На этом уровне сложности мне сейчас люлей надают. Но благодаря, как говорится, Ютубу я понял, что, оказывается, можно проходить это все. Но если уж прям сильно постараться. Кажется, что мужская немножко быстро, да, идет. Все-таки это возможно. Сейчас, конечно, по ходу дела. Ну вот так вот можно его и все вот, мочить. Чтобы он, короче, попадался тебе на вот эти штуки. Хотя Саб-Зиро еще не даст попасться, мне кажется. Нельзя на них нападать. Вот знаете, в чем проблема? В этом Mortal Kombat на них нельзя было нападать. Но смотрите, я ему нормально так урон на высшем уровне сложности нанес. То есть теоретически тебе надо ждать вот этот тайминг, когда ты в него попадешь. Так, прекрасно, конечно. Но по ходу дела что-то все зависло. Что-то все зависло, блин. Внезапно. Да, вот так вот. Вот вам и Mortal Kombat. А что-то случилось, не знаю, может... Разрядился джойстик, что ли? Непонятно. Может быть, разрядился наконец-то джойстик. Хотя, слушайте, блин, вот я так и знал, что это произойдет именно в видосе сегодня. Вот тебе, блин, и на. Вот такой прикольдес. Хотя, почему тогда вообще все тогда пропало? Шеф, все пропало. Так, ну-ка, погоди-ка. А если так сделаем? Все, каюкнулась Сега. Кажись. Так. Сега. Спасайся, кто может. Что произошло? Ну, по ходу дела, реально из-за джойстика все каюкнулось. Ну ладно. Так, ну что, мы вернулись. Что-то она, конечно, удивила меня, эта Сега. Вот. Но, как говорится, я не из робких. Все мне по плечу. И у меня есть еще и другой джойстик, который, в общем-то, проводной. Ни хрена себе, меня сразу на бараку направили. Вот так он мне. Что тут сейчас Flawless Victory сделает? Ага, хрен тебе. Вот так-то настигнул. Блин, какой классный уровень, всегда мне нравился. В новом фильме его показали тоже. Ну, могли бы показать, как там типа черепок плавает, да? Сейчас, наверное, кажется, покажут. Это прям выше уровень сложности. Ну-ка, сделай. Делайте грязь! Он сделал эту грязь. Ну что ж. Фаталити, блин. Ну что ж, пора делать фаталити этому видосу. В общем, вот такой получился выпуск здравый. Вот, собственно, что вам скажу. Играйте в игры, в ретро-игры. Вот, покупайте консоли, радуйте себя. В общем-то, детство, оно всегда, как говорится, в жопе играет. Так что давайте увидимся, услышимся. С вами был я, Кирилл Кэш.